Всем привет! Приглашаю сегодня вас вместе со мной испечь клубничную пиццу. Ее еще называют клубничной галетой, но мне больше нравится название клубничная пицца. Сейчас сезон клубники, и это как раз самое время для того, чтобы побаловать себя и своих близких. Приготовим тесто. Для теста нам понадобится 200 граммов муки. Просеиваем через сито. «80 граммов холодного, можно даже из морозилки, сливочного масла. Жирность, чтобы была 82, не меньше 82%. И теперь мы его на терочке трем в муку. Окунаем масло, размешиваем то, что мы натерли, и каждый раз окунаем масло в муку. Делать нужно это все очень быстро, чтобы сливочное масло не растаяло. Дальше 30 миллилитров холодной ледяной воды, щепотка соли, 40 граммов сахарной пудры и желток одного небольшого яйца. И теперь быстренько, как можно быстрее замешиваем тесто. Сильно долго его не месим. Нам надо только, чтобы оно стало все однородным. Собираем все в один комочек. Берем пищевую пленку, заматываем тесто в пищевую пленку и кладем в холодильник на час. Пока тесто находится в холодильнике, мы сейчас сделаем начинку. Для начинки нам понадобится творог. Если у вас твердый творог, не такой, не пастообразный, как у меня, а обычный из магазина, то его нужно перетереть через сито. Я этого делать не буду, у меня он очень мягкий, я его пробью просто блендером. Здесь у меня 250 граммов. Если у вас творог из магазина или с рынка, но такой более твердый, то перетерев его 200 граммов, надо добавить вам будет 50 граммов жирной сметаны. Затем добавляем сюда крахмал 10 граммов. Крахмал должен быть обязательно кукурузный, не картофельный. Яйцо небольшое. И сахар. Сахар по вкусу я покладу 40 граммов. Размешиваем. Сметаны я добавлять не буду. У меня получилась очень нежная начинка. Рецепт, как я делала творог, это из кефира. Я ссылку оставлю в описании под видео. То есть сметаны я добавлять не буду. И сверху в начинке нам понадобится сама клубника. Для этого нужно 500 граммов клубники промыть, просушить и потом порезать ее слайсами. И еще 20 граммов сахарной пудры и 10 граммов кукурузного крахмала. Так, теперь промытую просушенную клубнику нам надо порезать слайсами. Обрезаем хвостик и
режем вот такими красивыми кусочками. Достали тесто из холодильника, лист пергамента. И будем сейчас раскатывать тесто на пергамент. Нам надо раскатать тесто диаметром приблизительно 30-35 сантиметров. Для удобства можно взять второй лист пергамента, чтобы удобнее было раскатывать, чтобы тесто не прилипало к скалке. Раскатать надо приблизительно 2-3 миллиметра толщиной. Вот так раскатали. И теперь ножом для пиццы обрезаем краешки. А из остатков вот этого теста, которое я обрежу, я всегда пекла какую-нибудь одну маленькую печеньку. Это песочное тесто, оно вкусное, сладкое. Поэтому я не знаю, почему галета, если это песочное тесто, а не галетное. Поэтому я называю пицца. Мне оно так красивее название. Вот такой круг у нас получился. Так, достали из холодильника начинку творожную. Кладем ее в центр. И разносим по всей пицце. Оставляем бортики приблизительно 5 сантиметров. Не доходим до края. Наверное, даже сантиметра 3, 2-3 у меня получилось. Теперь выкладываем клубнику. Начинаем выкладывать от центра. И вот так вот веером будем продолжать. Выложила клубнику. И теперь сверху присыпаем смесью сахарной пудры с крахмалом. Перемешиваем. Высыпаем в ситечко. И посыпаем, чтобы клубника у нас, она будет пускать сок, и благодаря крахмалу она схватится и не будет пицца мокрая. Теперь нам надо загнуть бортик. Аккуратненько заворачиваем его вот так наверх. Я бортик большой не люблю, поэтому чуть-чуть меньше сделала, чем 5 сантиметров. Так. Теперь краешек промазываем взбитым яйцом. И теперь присыпаем миндальными хлопьями. Если у вас нет дома у меня миндальные хлопья от Берген, это сайхёрд. Есть миндальные хлопья, которые с бланшированного миндаля. У меня такие даже это не хлопья, это слайсы. Если у вас нет дома миндальных хлопьев, слайсов, неважно, можно, я присыпала и тыквенными семечками, и кунжутными семечками. И это одинаково вкусно. Даже семена подсолнечника, если вдруг у вас в магазине продаются, вот прямо сейчас, чтобы купить и сделать. Потому что в сезон клубники клубника есть, а вот миндальных хлопьев, возможно, у вас не будет под рукой дома.
то не ждите, когда они появятся. Готовьте, что у вас есть. Можно и ничем не присыпать. Ну, я думаю, семена кунжута или тыквенные семечки у вас дома найдутся. Все, переложили пиццу на противень и выпекаем при температуре 180 градусов 35-40 минут, в зависимости от вашей духовки. Испеклась пицца. Теперь нам нужно полностью ее остудить, и потом мы уже будем ее украшать. Остыла пицца, переложили ее на блюдо. Теперь сверху можно украсить сахарной пудрой. И, как всегда, моей любимой мятой. А это я из остатка теста, из обрезков. Оставила немножечко от творожка и тоже испекла вот такой маленький кусочек. И вот такая чудесная пицца клубничная у нас получилась. Бортики будут хрустящие, а в середине будет нежная и ароматная начинка. Теперь можно попробовать то, что мы испекли. Бортики очень хрустящие. И Мия пришла. Мия никуда и не уходила, она здесь рядышком была. Внутри нежнейшая начинка. Сверху ароматная клубника, а бортики миндально-хрустящие. Это очень вкусно. Каждый год пеку и каждый год удивляюсь, как это вкусно. Детям это будет просто счастье есть такую пиццу вместо каких-то магазинных сладостей. Обязательно попробуйте. Подписывайтесь на мой канал. Поставьте лайк этому видео, если вам понравился рецепт. И поделитесь видео с друзьями. Напишите в комментариях, пекли вы что-нибудь подобное. Или, может быть, у вас есть какой-то другой интересный рецепт с клубникой. Буду рада. И если рецепт вы мне скинете, я его сделаю в другом видео. Всем пока!